Вы смотрите на полку с игристыми винами и видите десятки вариантов. Просекко, кава, игристые из Англии. И среди них знаменитое шампанское. Чем оно отличается от других? Почему бутылка шампанского может стоить в десятки раз дороже, чем обычное игристое? Как выбрать правильное шампанское и понять, за что вы платите? Сегодня я расскажу вам все, что нужно знать о шампанском. От его истории и тонкостях производства до правильного выбора и сочетания с едой. А в конце подарок мой гид по подбору шампанского, чтобы вы всегда могли сделать идеальный выбор. Подписывайтесь прямо сейчас, ставьте лайк и досмотрите до конца. Будет очень интересно. Шампанское – это не просто игристое вино, это символ роскоши, праздника и мастерства. Но что делает его таким особенным? Во-первых, шампанское – это строго защищенное наименование. Его можно производить только в одном регионе мира – Шампания, на северо-востоке Франции. Здесь уникальный теруар, меловые почвы, прохладный климат и традиции виноделия, уходящие корнями в столетия. Во-вторых, шампанское создается по классическому методу, или метод шампиноз, о котором я расскажу чуть дальше. Это вторичная ферментация, которая происходит прямо в бутылке, что дает вину те самые тонкие, элегантные пузырьки. И, наконец, в-третьих, это три основных сорта винограда – шардоне, пино нуар и пино менье. Каждый из них вносит свой вклад во вкус шампанского, свежесть, структуру и фруктовость. Есть и другие сорта, которые используют в создании шампанского, но это больше исключение из правил, чем правило. Шампанское – это эталон качества среди игристых вин. Его производство строго регулируется, чтобы каждая бутылка соответствовала высоким стандартам. История шампанского полна мифов, загадок и интересных событий. Начнем с легенд. Говорят, что знаменитый монах Дон Периньон, работая в аббатстве от Вилье в конце 17 века, воскликнул: «Я пью звезды». На самом деле он не изобретал шампанское, но именно он внес огромный вклад в развитие технологий производства. В 17 веке шампанское стало популярным при дворе французских королей. Его пили как символ статуса, и вскоре оно завоевало всю Европу. В XIX веке большие дома, такие как Moet и Chandon, в Клико и Буланже, начали экспортировать шампанское по всему миру. Сегодня шампанское остается символом праздника и высокого статуса. Это напиток, который открывают в самые важные моменты жизни. Хватит. Шампанское по утрам пьют или аристократы, или дегенераты. Производство шампанского – это сложный и долгий процесс, в котором каждая деталь имеет значение. Все начинается с виноградников. Виноград собирают вручную, чтобы избежать повреждений ягод. Используют три основных сорта – шардоне, пино нуар и пино менье. После сбора виноград аккуратно прессуют, чтобы получить чистый сок. Это делают быстро, чтобы избежать контакта с кожурой, особенно у красных сортов винограда. Далее идет первичная ферментация. Сок превращается в базовое вино, которое будет основой для шампанского. Это легкое, сухое и высококислотное вино, еще далеко не игристое. Затем наступает этап ассамбляжа. Виноделы смешивают вина из разных сортов, участков и даже лет урожая. Этот процесс помогает создать уникальный стиль каждого дома шампанского. Теперь начинается магия. Вторичная ферментация в бутылке. Базовое вино разливают по бутылкам, добавляют сахар, дрожжи и герметично закупоривают. В бутылке начинается вторичная ферментация, во время которой образуются те самые пузырьки углекислого газа. После этого бутылки отправляют на выдержку, прохладные погреба. Для шампанского без указания года минимальная выдержка составляет 15 месяцев. Для винтажного шампанского или престиж кюве выдержка может длиться несколько лет. Во время этого этапа вино контактирует с дрожжевым осадком, что придает ему сложные ароматы хлебной корочки, орехов и ванили. Когда выдержка завершена, бутылки проходят ремюаж. Их ежедневно проворачивают, чтобы дрожжевой осадок переместился к горлышку. Затем следует дегоржаж. Горлышко бутылки замораживают, осадок удаляют. После этого в шампанское добавляют дозажный ликер – смесь вина и сахара. Именно на этом этапе определяется стиль шампанского. Будет ли оно брют, экстра брют, демисек или ду. И, наконец, бутылку закупоривают корковой пробкой, фиксируют металлической мюзлей, и шампанское готово к отправке в магазины и на ваш стол. Вот так шаг за шагом создается этот удивительный напиток. Выбор шампанского может быть сложным, особенно когда перед вами десятки вариантов. Но если знать несколько ключевых правил, вы сможете легко выбрать идеальную бутылку. Давайте разберем все по порядку.
Начнем с категорий выдержки, которые напрямую влияют на вкус и качество шампанского. Non-винтаж. То есть, дословно, на этикетке не указан год урожая. Это шампанское, созданное из винограда нескольких лет урожая. Оно выдерживается минимум 15 месяцев и отличается легкостью и доступной ценой. Отлично подойдет для повседневного употребления или праздника. Винтаж. Соответственно, с указанием года урожая. Это шампанское из винограда одного года, которое считается особенно удачным. Выдерживается минимум 3 года, а чаще дольше. Оно обладает сложным вкусом и стоит дороже. Это отличный выбор для особых случаев. Кюве Престиж. Это вершина мастерства домов шампанского. Такие вина создаются только из лучшего винограда, имеют максимальную выдержку и высочайшее качество. Примером может служить Дон Периньон, производимый Моët и Шандоном, или Кристалл от Луи Роederer. Теперь пройдем к уровню сахара. Он влияет на восприятие шампанского и его сочетание с блюдами. Брют натюр. Совсем сухое, без добавочного сахара. Идеально для тех, кто любит чистый свежий вкус или боится поправиться. Брют. Самый популярный стиль, содержит до 12 граммов сахара на литр. Это универсальный выбор, который подойдет к большинству блюд. Демисек и Ду. Это сладкие стили, содержат больше сахара и прекрасно подходят для десертов или фруктов. Иногда на бутылках можно встретить и такие надписи. Блан де Блан. Шампанское сделано на 100% из шардоне. Оно легкое, элегантное и отлично подходит к морепродуктам и устрицам. Блан де Нуар. Это шампанское из красных сортов винограда, таких как Пино Нуар и Пино Минье. Оно более мощное, с насыщенным вкусом и прекрасно сочетается с мясными блюдами. Розе – это розовое шампанское, которое создается двумя способами. Либо добавляют немного красного вина, либо проводят мацерацию. Дословно замачивают в соке кожуру красного винограда. Оно имеет мягкие ягодные нотки, такие как клубника или малина, и идеально подходит для романтического ужина или к ягодным десертам. Его изысканный цвет добавляет элегантности любому событию. Теперь давайте обсудим теруар, который играет огромную роль в качестве шампанского. Если вы хотите попробовать что-то особенное, обратите внимание на классификации. Premier Cru – это шампанское из винограда, выращенного в деревнях с высоким рейтингом качества. Оно сочетает доступность и великолепное качество. Grand Cru – вино из винограда, выращенного только в лучших деревнях Шампани, которые имеют высший рейтинг 100%. Эти вина считаются самыми престижными и обладают глубиной и сложностью вкуса. Самое интересное, что вы крайне редко встретите такие надписи на этикетках известных домов. Чаще всего такая маркировка присутствует у маленьких производителей, и цена вас может приятно удивить. Поэтому один из советов – не гонитесь за брендом. И, наконец, выбирайте шампанское в зависимости от повода. Для вечеринки или праздника идеально подойдет обычный брют. Универсальный стиль, который понравится большинству гостей. Для подарка или особого случая выбирайте винтаж или кюве престиж. Это вина, которые впечатлят любого. Ну а для романтического вечера попробуйте розовое шампанское. Оно добавит нежности и элегантности вашему моменту. Теперь вы знаете, как выбрать шампанское, будь то для праздника, подарка или тихого вечера дома. Главное, не бойтесь экспериментировать, ведь каждый стиль шампанского раскрывает новые грани этого уникального напитка. Не есть, не пить. Слушайте, одну маслинку. Ну, ты не понимаешь. Первым должно быть шампанское. Когда ты начинаешь день с глотка шампанского, ты чувствуешь, жизнь тебе улыбается. Ага. А маслинка... Может это ощущение разрушить. Не обязательно, но может. Тут нельзя рисковать. Ты представляешь? Одна маслинка и весь день на смарку. Шампанское – это невероятно универсальное вино, которое можно сочетать с самыми разными блюдами. Его яркая кислотность, элегантные пузырьки и широкий спектр стилей делают его идеальным партнером для гастрономических экспериментов. Давайте разберем, что лучше всего подходит к разным видам шампанского. Брют, натюр или экстра брют. Эти стили совершенно сухие, с яркой свежестью и минимальной сладостью. Они прекрасно сочетаются с морепродуктами, такими как устрицы, креветки или гребешки. Легкими салатами, особенно с цитрусовой заправкой. Нежными мягкими сырами, например, козьим сыром. Это идеальный выбор для аперитива, который подготавливает вкусовые рецепторы к основным блюдам. А вот и брют – самый популярный стиль шампанского, который отличается универсальностью.
Попробуйте его с белым мясом, курицей или индейкой, или легкой рыбой, например, дорадой. Испанский хамон, пармская ветчина или мягкий тапос также прекрасно подходят к брют. А еще оно отлично сочетается с суши, благодаря своей кислотности и легким фруктовым нотам. Если вы не уверены, что брать, брют – это всегда беспроигрышный вариант. Блан де Блан – шампанское, созданное только из шардоне, обладает легкостью и утонченной элегантностью. Лучше всего оно раскрывается с устрицами и с сырыми морепродуктами. Легкие овощные блюда и салаты с зеленью также подчеркнут его вкус. Это шампанское идеально для легкого ужина или изысканного начала вечера. Блан де Нуар. Этот стиль, созданный из красных сортов винограда, более насыщенный и структурный. Сочетается с уткой, мясными блюдами или даже грибными ризотто. Оно отлично подойдет к блюдам с насыщенными вкусами, где требуется сложность и глубина. Розовое шампанское обладает ягодными нотами, такими как малина, клубника или вишня, что делает его особенно интересным. Попробуйте его с красным мясом, например, с ростбифом или ягненком. Блюда с томатным соусом или пряные блюда также идеально сочетаются с розовым шампанским. А на десерт выберите ягодные тарталетки или шоколад с фруктами. Это идеальный финал. Демисек или ду. Эти сладкие стили шампанского отлично подходят для завершения трапезы. Попробуйте их с фруктами, например, с персиками, грушами или ананасом. Кремовые десерты, такие как крем-брюле или эклеры, прекрасно дополняют сладость шампанского. Также они хорошо сочетаются с сырами, с плесенью, такими как горгонзола или рокфор. Теперь, когда мы разобрались, с чем лучше всего сочетать шампанское, давайте поговорим о тех, кто создает эти легендарные напитки. Каждая бутылка шампанского – это не только вкус, но и история. И сейчас я расскажу вам о 5 самых известных шампанских домах, каждый из которых обладает уникальным стилем и характером. Шампанское – это не просто вино, это искусство, и за каждой бутылкой стоит история. Сейчас я расскажу вам о 5 самых известных шампанских домах, каждый из которых заслуживает вашего внимания. И первый – это Moet et Chandon. Основанный в 1743 году, это самый известный и продаваемый шампанский дом в мире. Их флагманское шампанское – это Moet Imperial Brut. Оно универсальное и сбалансированное, подойдет к любому случаю. Но настоящий шедевр дома – это Дон Периньон. Это их престижное кюве, известное своей элегантностью и сложностью. Moet ассоциируется с праздником, роскошью и крупными событиями, такими как церемония Оскар. Второй – это Veuve Clicquot. Этот дом был основан в 1772 году, но стал знаменит благодаря мадам Клико, которая не только руководила домом, но и изобрела технологию ремюажа, процесса очистки шампанского. Их флагманское вино Veuve Clicquot Yellow Label Brut. Легко узнаваемое по своей ярко-желтой этикетке. Оно насыщенное, структурное, с акцентом на пино нуар. Veuve Clicquot – это шампанское для тех, кто любит богатый и яркий вкус. Третий – это Луи Ройдерер. Основан в 1776 году, этот дом стал всемирно известным благодаря своему престижному кюве «Кристалл». Оно было создано в 1876 году специально для российского императора Александра II. «Кристалл» до сих пор считается одним из самых дорогих изысканных шампанских в мире. Уникальность Ройдерер в том, что они обладают собственными виноградниками, что позволяет им полностью контролировать качество своих вин. Их стиль утонченный, изящный, с нотами цитрусов, миндаля и тоста. Четвертый – это Boulanger. Этот дом был создан в 1829 году и стал известным как шампанское Джеймса Бонда. Если вы смотрели фильмы о супершпионе, то наверняка заметили его бутылки. Boulanger Spécial Cuvée Brut. Их флагманское вино насыщенное и мощное. Этот дом делает ставку на пино нуар, что придает их шампанскому плотность и характер. Они даже частично ферментируют свои вина в дубовых бочках, что делает их вкус сложным и глубоким. И, наконец, пятый – Tétanger. Основан в 1734 году, этот дом знаменит своим акцентом на шардоне. Их стиль легкий, элегантный и утонченный. Флагманское шампанское – это Tétanger Brut Reserve, а их престижное кюве – это Comte de Champagne Blanc de Blanc. Создается только из винограда с лучших участков Гран Крю. Если вы ищете шампанское с нотами цитрусов, белых цветов и меда, Tétanger станет отличным выбором. Каждый из этих домов уникален. Moet et Chandon для универсального праздника, Veuve Clicquot для тех, кто ценит насыщенность, Луи Ройдерер для утонченных гурманов, Boulanger для любителей мощных и глубоких вкусов, а Tétanger для тех, кто ищет легкость и изысканность.
Теперь, зная их особенности, вы сможете выбрать шампанское, которое идеально подойдет именно вам. Вы узнали все о шампанском, от тонкости его производства до секретов выбора и сочетания с едой. Досмотрели до конца? Поздравляю, вы стали настоящим экспертом. Не забудьте скачать мой гид по выбору шампанского, ссылка ждет вас уже в описании. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и жмите на колокольчик, чтобы первыми узнавать о новых видео. И обязательно напишите в комментариях, какое шампанское вам нравится больше всего. До встречи за бокалом игристого совершенства.